Смотрите, я связала лицевой гладью вот такой образец. Здесь 4 участка. Каждый из них состоит из лицевой глади, и все эти 4 участка связаны разными способами. Вообще существует очень много в мире способов того, как можно вязать спицами. Мы все привыкли, скорее всего, привыкли вязать способом, который мы называем классический. Во всем мире он называется континентальный, и этим способом у меня связан вот этот первый участочек. Следующий участок связан тем самым способом, который я подсмотрела у турчанок, и он называется восточный. Дальше идет способ, который мы тоже все хорошо знаем, и тоже очень многие вяжут этим способом, и здесь петли вяжутся бабушкиным способом. А вот дальше я подумала, если есть бабушкин способ, то, наверное, есть и дедушкин способ. И вот таким дедушкин способом я связала самый последний участок. А теперь перейдем к практике. Итак, лицевые петли и континентальный способ. Этот способ нам всем известен, всем хорошо знаком. Даже не знаю, стоит ли на нем останавливаться, но расскажу. Кромочную я снимаю, и ряд у меня из лицевых петель. Все эти способы отличаются лишь тем, как в них провязывается лицевая и изнаночная петля. Итак, лицевая петля – континентальный классический способ. Обратите внимание на саму петлю сначала. Петля на левой спице стоит правой ножкой ко мне, левой ножкой от меня. Это континентальная петля. И когда мы провязываем ее, мы правую спицу заводим слева направо в петлю, вот так. И подхватываю нить на указательном пальце, я кладу спицу над ниткой, и вот так я вытаскиваю нить, да? Дальше сбрасываю петлю со спицы. Снова завожу правую спицу слева направо, и сверху рабочей нити я кладу правую спицу. Подхватываю, вывожу. Я думаю, что, скорее всего, 90% из вас вяжут лицевые петли именно таким способом. Но это не единственный способ провязывания лицевых петель. Есть еще другой. Есть восточный способ провязывания лицевых петель. И сейчас я подойду к этому участку и расскажу вам, как вяжутся восточные лицевые петли. Так, это у меня разделительные петли, на них не обращайте внимания. Итак, восточный способ. Теперь обратите внимание на восточные петли. Как стоит у меня эта петля на левой спице. У нее левая ножка стоит ко мне, правая стоит от меня. И такая петля провязывается следующим образом. Правая спица вставляется при восточном способе в петлю справа налево. Вот так. Да, видите? Ножки ее стоят наоборот, и мне ничего не мешает вставить спицу в петлю справа налево. И дальше нить кладется на спицу. Вот так. Получается, что нить идет сверху спицы. И тогда я подхватываю. Я не мастер восточного вязания. Подхватываю и вывожу. Да? Вот смотрите, разница в захвате. В классическом у нас спица идет над ниткой. Вот так. И разница в восточном. У нас нитка идет над спицей. Вот так. Сначала это кажется немного неудобным, но такой способ тоже есть. Вот, смотрите. При этом петля на правую спицу встает. Видите, она тоже встает левой ножкой ко мне, правой от меня. Здесь это видно. Сейчас я ее раздвину. Вот, смотрите, да? Так. Вот она. Левая ножка у этой петли стоит ко мне ближе. Правая от меня. В классическом все наоборот. Правая ножка смотрит на меня. То есть здесь ориентация петель правая на меня. В восточном наоборот. Левая становится на меня. Давайте я довяжу участок восточных петель и перейду к бабушкиным петлям. Так, разделительные петли, на них не обращайте внимания. И теперь я перешла к бабушкиным петлям. Здесь вы можете посмотреть на ориентацию петли опять. Левая ножка стоит ко мне, правая от меня.
Бабушкин способ вязания – это будет смесь восточного и континентального. Здесь лицевые вяжутся как в континентальном, как в классическом методе, а разница будет в изнаночных. То есть здесь фактически внимание заострять не на чем, да? Вставляю спицу в петлю, но просто смотрю, что она сориентирована левой ножкой, поэтому завожу спицу справа налево и подхватываю петлю, кладу спицу над нитью, вот так. Здесь как бы лицевые вяжутся классикой. И вся соль в бабушкином способе будет в изнаночных. Я думаю, что многие из вас вяжут именно таким способом. И последний участок, сейчас мы к нему перейдем. Это будут дедушкины петли. Я не знаю, может быть, они называются как-то по-другому. Я просто не встречала на них названия. Я решила, что если есть бабушкины, значит, должны быть и дедушкины. Если есть петли, точнее, если есть способ, который сочетает в себе восточный и классический, где лицевые классические, а изнаночные восточные, то значит, должен быть метод, где лицевые восточные, а изнаночные классические. И поэтому по аналогии с бабушкиным методом я назвала его дедушкиным. Итак, смотрите, здесь петля сориентирована классическим образом. Правая ножка ко мне, левая от меня, да, вот они, правые ножки петель. Вставляю опять спицу, как в классическом способе, завожу слева направо, кладу нить на спицу и подхватываю нить спицы и вывожу ее, да. То есть получается здесь я делаю восточные лицевые вот этим вот захватом, когда нить кладется на спицу. И довязываю этот участок до конца. А вот теперь изнаночные петли. И изнаночные петли во всех этих методах будут тоже различаться. Первый участок – это дедушкин. Как я уже сказала, у него лицевые петли вяжутся восточными, а вот изнаночная сторона будет вязаться классикой или континентальными изнаночными петлями. Так, сбрасываю кромочную. И смотрите, здесь из-за того, что я провязала лицевые петли восточными, у петель поменялась ориентация. Они встали левой ножкой ко мне, а не правой. И здесь придется вот так завести спицу в изнаночную петлю из-под низа, сделать вот такой поворот спицы и вывести. Опять завожу из-под низа, делаю поворот спицы и вывожу. Дальше у меня участок бабушкиной вязкой, и здесь изнаночные вяжутся восточными петлями. Смотрите, петля стоит правой ножкой ко мне, левой от меня. Как вяжется бабушкина петля или восточная петля? Нить перекидывается за петлю, и спица кладется на нитку и вытаскивается. То есть здесь не делается вот этого проворачивающегося движения. Получается короткое движение спицей. Я вязала так в детстве, когда только училась вязать. Ну, лишь только потому, что я очень сильно ленилась. Мне было лень вот выкручивать, да, и вот так я вязала бабушкиными петлями. Возможно, поэтому они и называются бабушкиными, потому что все внучки вяжут вот так, и им просто лень выкручивать эти петли. Ориентация петель на правой спице при этом меняется. Видите, петля становится левой ножкой, правой от меня, да? Когда же мы вязали классикой, то правой ножкой становилась петля. Ко мне, а левая от меня. Так, разделительные петли. И дальше идет тот самый восточный метод, в котором мы и лицевую вяжем с другим подхватом, и изнаночную вяжем с другим подхватом. Но здесь петля стоит левой ножкой ко мне, правой от меня. Приходится опять вот так из-под низу завести петлю и сделать вот такое короткое движение спицей. Вот так и вот так.
Скажу честно, мне не очень удобно так вязать, но многие вяжут, и многие девчонки не только с Востока, а наши девчонки вяжут так, потому что они вяжут бабушкиными петлями. И, например, когда приходится вязать резинку 1 на 1 по кругу в шапках, да, вот приходится вот так вот вязать изнаночную петлю. Мне непривычно, но это просто... Так, это была у меня классическая, я вам показывала. У меня просто другая уже отточенная техника. Ну и последний вид изнаночных петель — это континентальные классические изнаночные петли, которые вы, наверное, просто найдете во всех учебниках, по крайней мере, во всех советских учебниках, которые можно встретить, во всяких картинках, обучающих по вязанию, вы найдете именно такой способ провязывания петель. Правая ножка стоит ко мне у петли, левая от меня. Спица при изнаночной петле заводится справа налево, нить кладется на левую спицу, вот так, и я делаю правой спицей вот такой проворот. При этом ориентация изнаночной петли на спице не меняется. Видите? Правая ножка ко мне, левая от меня. Все то же самое. Делаю проворот. Вставляю спицу и делаю проворот. Вот они. Континентальные петли — это именно те петли, которые вызывают изумление и восторг у тех девчонок, которые вяжут только бабушкиными петлями. Ну, на самом деле, любые петли, мне кажется, вызывают изумление и восторг у всех, кто не вяжет. И смотрите, вот теперь мы можем посмотреть и оценить лицевую гладь. Скажу честно, я разницы не вижу. Ни на одном из этих способов, мне кажется, везде, ну вот этот, может быть, у меня какой-то кривоватый получился, да, вот самый последний. А вот что бабушкин, что восточные, что континентальные, мне кажется, везде петли стройные. Стройность петель, конечно, зависит во многом от пряжи и от того, как она скручена, насколько сильно она скручена. Бывает такая пряжа, что она начинает сильно косить, например, при континентальном способе, и тогда для нее нужно взять бабушкин или восточный, но у меня такой пряжи сейчас нет, у меня самая обычная, и она очень хорошо, красиво ложится в любую вязку. Вот, смотрите. Мне кажется, все эти методы имеют право на существование, имеют право на то, чтобы ими вязали. Существуют даже некоторые узоры, которые можно выполнить, используя только какую-то определенную петлю. Например, вот эту вот восточную лицевую. И даже у меня на канале есть несколько узоров, где я провязываю петли именно этой восточной лицевой, а иначе узор просто не получится, да? И если вы вяжете бабушкиными петлями или восточными, или континентальными, или, возможно, даже вы вяжете вот таким способом, да, то все это имеет право на существование, все имеет право на жизнь, и как бы, если вам удобно, то, конечно, вяжите так, как вам нравится. Я всегда говорю, что вязать правильно, это значит вязать так, как вам нравится, это значит получать удовольствие от того, что вы делаете, и получать удовольствие от конечного результата, который у вас получается. Если в итоге у вас получается правильное полотно, красивое, и у вас получается вещь, которую можно носить, которую можно надеть, то разве можно сказать, что вы вяжете неправильно, что вы как-то не так делаете лицевую петлю или как-то не так делаете изнаночную петлю? Ну, в общем, вот такое вот у меня видео получилось. Надеюсь, что оно вам понравилось. Если хотите больше видео о каких-то методах вязания, о каких-то приемах, то подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, пишите вопросы. Это все помогает в продвижении канала и видеоролика. Спасибо большое за внимание. Пока-пока.